Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, организация действия. В данной теме необходимо рассматривать процесс, когда вы через собственное управление организовываете действия, направленные прежде всего от внешнего объекта, да, например, управления, к собственной душе. То есть когда ваша душа организовывает ваше действие как в бесконечной фазе развития, например, да, в бесконечности, так и непосредственно возле вас. Таким образом, вы можете рассматривать как действие, которое, например, находится где-то в бесконечности по всем аспектам реальности, потому что бесконечная величина, она также и величина, которая охватывает все явления реальности. И получается, вы через такое действие получаете как знание, например, о всей реальности, так и знания непосредственно свои, то есть частное знание. В данном случае речь идет о выделении локального, например, уровня знания, когда вы знаете какие-то личностные знания через структуру бесконечного действия, но в единичном импульсе. Поэтому получается, что когда вы организовываете действия так, как, например, действие организовывает Бог, вы можете свои личные проблемы рассмотреть с точки зрения прошлых событий, например, текущие какие-то задачи, можете рассмотреть с точки зрения именно прошлых событий тех, причем которые сделал Бог сам. И вы можете видеть работу Бога в прошлом. Исходя из этого, значит, вы можете фиксировать практически время, то есть во времени, например, делать те действия, когда событие это есть величина фактически полностью подконтрольная вашему сознанию, потому что действия, которые, например, делали вы, да, предположим, вы помните или можете сказать, что где-то были какие-то сведения о прошлых событиях, но когда, например, вы решаете вопрос именно с тем, как вообще выделить действие Бога в прошлом, то здесь получается, что именно организация действия Богом, когда Бог организовывает действия и прошлого тоже, ведь в понимании души человека действие это всегда все-таки движение некое, то есть это не статика. И для того, чтобы данное, например, направление действия привело, например, да, к обязательному положительному для вас результату, при условии, что вы можете иметь, ну, например, там, в структуре спасения мира определенное сопротивление вашим собственным, да, задачам, действиям, то получается, что вы можете увидеть ту простую истину, что когда Бог создавал структуру действия, Он, естественно, создал действие таким, что Его личные задачи всегда реализовываются в действии, то есть в динамике. И исходя из того, что мы видим мир развивающимся, то получается, что так и есть, во-первых, потому что мы это воспринимаем, то есть так и есть, потому что можем доказать, что любое действие можно, например, рассматривать как позицию некой стадики следующего действия, или, например, действие за действием, где нет разрыва между действием, да, каким-то. Получается, что здесь Бог показал, что Он развил мир так, что Его начальное действие всегда доказывает, что любое ваше действие реализуемо. И даже если вы, например, там, технологически не освоили систему полностью, да, предположим, в реализации действия, но знаете истинный, то есть начальный или корневой смысл действия Бога, то вы видите в нем себя. То есть вот изначально в корне любого действия Бога, в макросмысле и лично для вас, вообще говоря, находитесь вы. В действии вы можете увидеть себя в виде статичной системы, где динамика – это есть ваше обязательное достижение вечного развития. То есть с точки зрения Бога существует очень простая величина. Вот если взять и задаться вопросом, как вообще Бог видит реальность, Он же вечный, и для Него все события, в принципе, имеют структуру вечности. То есть Он, вообще говоря, воспринимает только вечную величину. И тогда, получается, для Бога существуете вы и существует вечность. Там как бы формально, в обращенном, скажем так, да, понимании, или в адаптированном понимании для человеческого сознания, здесь следует выявить следующую структуру в управлении, что вообще тогда дал Бог для контакта с самим собой человеку. И получается, что Он дал
вообще говоря, в том числе очень четкие совершенно принципы контакта, потому что если нет системных, да, четких принципов контакта, получается, что нельзя сказать, что действие Бога реализовано полностью, то есть Бог для себя же самого должен дать обязательно четкие пути доступа к Богу. И здесь возникает очень простой элемент вот именно с точки зрения организации действий. Вот по моему учению здесь можно сразу же дать всеобщее знание, например, там, о всеобщем спасении, если только сконцентрировать внимание всех в неизменяемом прошлом. И если это есть, то здания сразу же разойдутся мгновенно. И если это делать в управлении, то можно передавать очень сильную систему знаний, просто-навсего действуя в этом направлении, например, духовно. Так вот, с точки зрения выделения именно событий в обязательном достижении действия Бога, а действие Бога с точки зрения логики и духовного аспекта понимания, это есть вечное развитие. Это тоже действие Бога. Не только имеется в виду, естественно, что мы рассматриваем какое-то действие физического плана или просто духовного, но мы рассматриваем еще форму действия или смысл действия как таковой. Получается, что любое событие всегда можно восстановить до уровня первичных связей, так скажем, этого события. То есть, ну, как, например, некая матрица, да, которая изначально существует, и при конвертации данной матрицы все равно можно все-таки матрицу восстановить при любых ее изменениях по логике. Например, действия, да, по логике действий. Если мы знаем, что какие-то изменения были с этой матрицей. Так вот, чтобы понять, что они были, мы должны знать опять прошлое, но прошлое Бога, получается, в нашем собственном действии, с точки зрения прошлого или будущего. Но текущее действие – это тоже может быть прошлое Бога, в том числе. Бог всегда, в том числе, находится впереди, да, уровня событий. И получается, что Бог все время оставляет действие, как бы накапливая структуру фиксированного прошлого. Ведь Бог вечный, следовательно, вся структура, существующая в жизни, это пройденный им путь фактически-то. И исходя из этого, так как Он вечный, получается, на логике особых-то проблем нет, все равно мир будет всегда существовать. И вот как бы с этой точки зрения, для того, чтобы реально человек предпринял определенные, например, действия, да, так скажем, по спасению мира, получается, он должен понять просто, что Бог хочет от него, да, лично или от человечества в целом, или вообще от всех явлений реальности в аспекте их, да, собственного развития. То есть в чем тогда вообще действие человека? Что выражено действием человека, например, в первую очередь? Но по аналогии с Богом, получается, действием человека это есть создание достижимости личного действия. Почему, по моему учению, именно достижимость это есть принципиальный момент, например, в структуре, даже если событие уже реализовано. И поэтому, когда, например, нужно там, предположим, технологию освоить или более интенсивно, или специально, да, и сделать, например, управление через прошлое, то получается, что можно достаточно просто изменить структуру текущих событий столько, причем раз и, в общем-то, настолько, насколько это нужно, стоит только лишь найти как бы некий внутренний такой вот специальный или внутренний момент, например, в глубине души или, например, на уровне внешней структуры души, найти тот момент, который касается вас, и причем он такой, что вы одновременно можете видеть события как бы из внешней стороны, как бы, да, с макроуровня, и с внутренней стороны, то есть имея в виду только внутреннее содержание события. Вам, может быть, не обязательно, вообще говоря, вникать в события как таковое. Тогда вы фиксируете, что любые неблагоприятные события, они практически останавливаются. То есть вы остановили время, да, развития этих событий, но уже в прошлом. Вот здесь технология, она по аналогии, если ее прослушать, например, там несколько раз, да, именно в технологии управления через прошлое, то получится, что вы любую отрицательную систему событий можете вывести в пласт управления прошлым, и получается, что тогда для вас будущее всегда достаточно управляемое, то есть у вас нет проблем в будущем, потому что вы как бы опередили время своего собственного действия. Это в духовном плане. То есть то, что я сейчас сказал, это есть больше работа духа. И получается, что когда
вы, например, делаете структуру управления через, например, там, анализ работы воскрешенного, например, если человек воскрешен и он, например, зарегистрирован там, по конкретному адресу, где с ним можно поговорить в данном конкретном адресе, то получается, что по данному адресу есть информация, например, того факта, что в коллективном сознании, да, например, было, предположим, действие по тому, что, ну, например, там, человек имел какой-то уровень, сопоставимый, предположим, с уровнем как бы отсутствия действия. То есть ведь процесс жизни — это есть действие. С точки зрения, например, биологической смерти, это есть какой-то уровень отсутствия действия. И если мы, например, меняем уровень отсутствия действия на все-таки действие, то есть рассматриваем позицию уже воскрешенного человека, то получается вот сам адрес, то есть фактологическая координата, что он может в этом адресе там, принять людей, предположим, рассказать о его позициях, как он вообще воспринимает воскрешение. Это есть действие Бога, направленное на познание все-таки самого человека, самого воскрешенного. То есть его, например, ответы, его какие-то там рассказы, да, о действии воскрешения, это есть то, что он исключает структуру, например, ну, некой статики именно в структуре коллективного сознания. То есть он исключает фактически своим знанием, да, популяризацией того, что, предположим, человек например, при воскрешении или при уровне воскрешения начинает понимать, что есть, предположим, отсутствие все-таки статики. И когда вы, например, переносите данную технологию на там, лечение, например, там, болезни, где отсутствие, предположим, какой-то болезни, это есть действие здоровья, да, действие развития здоровья, то здесь вот элемент выделения как бы структурного уровня управления, вообще как взять и сделать управление, чтобы не входя, например, в какой-то там более, что ли, глубокий уровень, а просто на все взять и одним уровнем и изъять, предположим, структуру неблагоприятного действия, то здесь получается все очень просто. Стоит только ввести в статику, то есть, например, статика прошлого, да, или просто зафиксировать информацию неблагоприятного типа в этом уровне управления. И получается, что элемент статики, он моментально как бы теряет контроль над системой действия дальнейшего. И тогда, получается, болезнь уже неэффективна, да? Человек выздоравливает или например, воскрешенный, вот, о котором я стал говорить как бы с будущего времени, получается, что он уже воскрешен, находится по конкретному адресу. И получается, что тогда он за счет того, что он уже там находится и может, вообще говоря, передать, получается, да, какие-то знания, он исключает элемент именно, получается, что элемент действия, но в сторону, например, организации статики. То есть с точки зрения Бога, статика — это тоже, вообще говоря, действие, но организованное Богом. Но ни в коем случае не статика направлена, например, на биологический, предположим, распад, потому что с точки зрения Бога существует только лишь статика созидания. Вот в чем особенность. И здесь можно очень четко рассмотреть, где реализация личной воли человека, да, и когда он, например, претерпевает не только какие-то там проблемы там, или болезни, но он может, в принципе, здесь получается, что даже не слово «претерпевает» здесь имеет значение, потому что это как бы слово «терпеть», да, а вот именно именно как бы а потом уже идет «терпевает», то есть перед терпением, да, но слово «пре» как бы, или, так скажем, предлог, или там приставка «пре», потому что можно сделать и предлогом в области управления, это есть уровень, который показывает, что где вообще, вот если «пре», то есть до или после, да, что при этом он ощущает. И вот если, например, для воскрешенного, да, это слово повторять несколько раз, то вот как бы у него эта фаза, так скажем, терпения или фаза действия, это есть то, что находится как бы за фазой терпения, потому что, ну, можно терпеть до какого-то уровня, да, но когда человек, предположим, прошел
биологический уровень и имел биологическую смерть, то получается здесь само терпение – это есть то, что его направляет на уровень все-таки воскрешения. То есть вот почему человек в любом случае будет воскрешен? Потому что уровень как бы внешнего действия, да, и действия, предположим, терпения по какому-то уровню развития, ведь он может терпеть, когда он находится в действии. То есть слово, которое возрождает жизнь, получается, слово, возрождающее жизнь. И если, предположим, для человека, который не умирал, это есть уровень, например, собственного, да, развития, любое слово, то для человека, который воскрешен, здесь возникает уровень божественного действия, причем направленный этот уровень на то, что человек должен тогда, получается, строить структуру слова практически как бы самостоятельно, для того, чтобы не отличаться от тех, кто не умирал в уровне действия. То есть организация слова, то есть слово — это есть бесконечная величина, изначально данная вместе с рождением, и она не имеет, эта величина, разрывов. То есть корни слова, да, корни действий, корни человека едины в уровне начального действия Бога. И так как там есть уровень развития, например, того, что каждое событие имеет, предположим, уровень как бы собственного, что ли, саморазвития, то есть Бог дал каждому событию возможность саморазвиваться в благоприятную сторону. То есть вокруг действия существует как бы много уровней, фактически, можно сказать так, что это уровни помощи. То есть надо просто увидеть, где в событиях существует эта помощь, да? То здесь получается, что чтобы канонизировать событие, то есть сделать его совершенно гармоничным с точки зрения Бога и человека, здесь нужно действие выделить как действие, идущее и от Бога, и от человека, но к событию, и от события уже к Богу. То есть получается, что человек принимает участие в данной конструкции в том, что он практически содействует Богу в организации событий. И вот это содействие, это есть четкое выделение фракции прошлого, например, текущего, будущего времени, и через структуру прошлого прямой путь по контакту с Богом. То есть вот структура прошлого, где, в общем-то, можно так сказать, что там проходит секунда, и, например, уже секунда назад это уже прошлое. И получается, человек все время соприкасается как бы с некой такой жесткой, так скажем, да, стенкой прошлого постоянно. То есть он постоянно как бы по времени скользит с очень таким иногда сильным, что ли, давлением на структуру его личности по некой жесткой системе прошлого. Получается, что если, значит, мы, ну, как бы эту стенку прошлого, да, начинаем двигать, ну, как там большую китайскую стену, как можно подвинуть, да, нам и человеку. Но теоретически можно просто взять и там перелезть через стену. То здесь допустим, в принципе, такой же метод. Значит, оно аналогично физическому, да, физическое тело человека позволяет сразу понять, а что делать в этой конструкции управления. То есть достаточно как бы эту структуру прошлого визуализировать на уровне понимания и просто-навсего взять и перелезть эту границу как бы туда, за прошлое, перед прошлым. И тогда вы попадаете в структуру очень четких линейных связей, где работает Бог сейчас, в прошлом. Потому что прошлое — это устойчивая конструкция. А дальше вам уже достаточно понятно, что делать, потому что если вы знаете, где работает он сейчас, то получается, что какая разница, он везде работает одинаково. Просто-навсего пройдитесь там, да, вместе с ним по структурам прошлого, и технологии именно вечного развития, например, да, вечной жизни, возьмите и перенесите там в текущее или в будущее время. Тогда получается, вы уже идя обратно, вы не обнаруживаете этой стены, потому что вы же идете в будущее время. А в будущем такой стены нет, это всегда многовариантная система событий. И когда вы начинаете связывать многовариантную систему с
с прошлым уровнем и думать, как же Бог, вот, например, постигает такую связь, что Он вот именно, предположим, технологически приводит в действие фиксированную систему прошлых событий и многовариантную систему будущих событий на уровне, например, вашей личности. Тогда здесь достаточно просто ясно, что когда ваша личность может менять любое событие, независимо от времени, то тогда это и есть возможность такого совмещения прошлых и будущих событий. То есть Бог технологически дал вам эту, в общем-то, возможность действия, по сути, по отношению к тому, что вы можете получить практически сразу все управление, да, по своей области и по задачам, и при этом вы можете получить личное, то есть локальное управление для каждого, но при этом вы можете сгармонизировать ситуацию практически мгновенно, потому что с точки зрения, получается, гармонии какой-то ситуации, если, например, есть структура прошлого, или как там, например, большой такой уровень, ну, например, там даже не стена, а кирпич, да, значит, есть же как бы такое понятие, как есть некое давление, да, что-то человек должен еще сделать, вот. И тогда этот кирпич, вот, например, там можно его сдвинуть в сторону, и сразу наступает гармония. То есть вот понятие работы с прошлым — это очень часто простое понятие с точки зрения гармонизации именно задач будущего. И отсюда ясно, что Бог, который изначально гармоничен, Он дал импульс тот, что Он все время в будущем, потому что бесконечный уровень гармонии, то есть бесконечная гармония Бога, все время дает ему будущий путь. И получается, гармония — это и есть путь в том числе. Именно гармоничное развитие — это тоже уровень практически развития Бога по логике, с точки зрения, например, там, человеческого сознания. Но если мы хотим понять, как реагирует животное, там, как реагирует вообще собака на свое прошлое, или там кошка, или растение, да, то получается для них, кстати, вот форма реакции абсолютно такая же. Вот с точки зрения прошлого процесса форма реакции выравнивается в том, что воспринимает, например, человек, да? И здесь можно видеть, как мир видоизменяется практически с точки зрения восприятия человека, потому что человек дает управление как бы следующим структурам. И тогда ясно, что собака по развитию, так же как и кошка и растение, вообще любой элемент реальности, стремится к уровню человека, но в текущем времени. То есть элемент развития или соразвития разных систем мира при таком подходе очень просто в наблюдении. То есть там, как при ускоренной, скажем, видеозаписи, ну, бывают такие системы, часто показывают по телевизору, что с интервалом там, минуту или там, час фотографирует цветок, и видно, как он очень быстро распускается. Да? Здесь можно увидеть ту же самую картину, что вы можете иметь структуру развития какого-то явления, но в убыстренном варианте, потому что вы видите, как развивается в сторону человека любой элемент реальности. И получается, что там Бог выявлен как уровень, который вам показывает на уровне человеческом. То есть вот Бог показывает на уровне человеческом человеку, когда Он ускоряет события. И когда вы, например, начинаете видеть какие-то события с точки зрения Бога, но восприятие человека, то получается формирование такого восприятия, при котором вы действие видите в фундаментальном аспекте самого действия, то есть действие, связанное с любой величиной, например, мира, действие, достигающее любого, предположим, аспекта мира, или же выражающееся в каком-либо духовном действии, но всего мира. Вы можете увидеть дух, например, мира, то есть духовное действие мира, что есть дух мира, или что есть, например, сопоставимое с духовным действием человека, но такое же близкое по понятию, например, действие дерева. То есть вы здесь начинаете видеть, что в действии, вообще говоря, все элементы, они становятся похожими. Ведь если на большой скорости значит, двигается много разных объектов информации, значит, то тогда со стороны, предположим, там какой-то ветер и двигается много каких-то предметов, то они могут сливаться, да?
Вообще скорость часто в физическом восприятии приводит к тому, что сливаются какие-то отдельные элементы реальности. И когда отделенные вот элементы начинают сливаться, то это уже другой процесс. Отдельные с точки зрения прошлого и текущего времени, да, это другое понятие. Отделенные могут быть в разном времени. И когда мы с этой точки зрения смотрим, например, на организм человека, то можно увидеть, что человек может очень просто восстановить здоровье, если он просто синхронизирует разные отдельные системы собственного развития, как бы. То есть, когда клетки, которые отвечают за определенный порядок действий, они работают правильно. Может быть, это часто какие-то отдельные клетки, и они в небольшом количестве, которые, например, регулируют иммунную систему. Именно в действии, например, локальном человека. Не обязательно всего организма даже. И вот стоит только сделать одно тогда правильное действие, человек выздоравливает. Но для этого он должен знать, какие клетки регулируют его данное действие. Но это уже получается облегченный импульс. Не надо контролировать, да, макросистему и так далее. И в этом плане Бог так создал мир, что когда в движении начинают сливаться все объекты, например, да, реальность, то получается сверхскорость — это и есть движение к Богу, по сути. То есть, когда все элементы реальности объединяются в действии, в движении, то получается, что они прежде всего начинают видеть самих себя в сверхскорости. Вот чтобы понять себя со всех сторон, логически очень понятно. Надо увеличить скорость мышления до, например, сверхскоростных каких-то, в общем-то, не только, может быть, даже характеристик, но и свойств, так скажем, да. И если мы берем, предположим, начинаем проговаривать какое-то слово, а потом получается, что стоит его только начать говорить, да, а потом мы уже знаем, да, все дальнейшие действия после начала, то получается, что там, проговорив там первую, вторую букву слова, мы можем сказать, что мир нам известен, потому что хотя мы слово еще можем не договаривать. И когда вот это свойство, да, вашего действия, оно вам понятно, то есть мир вам известен, ясно, что вы хотите сказать, а чтобы, например, предположим, все люди это поняли, надо все-таки слово договорить, то есть поэтому слово цельное, как правило, да? Хотя если все поняли, его можно, в принципе, не договаривать, можно переходить на другую транскрипцию, управление там, или же ставить другие слова. И получается, что здесь, когда вы, например, делаете управление, например, идущее от слова, то вы видите, что сверхскорость того типа, когда вы начинаете анализировать все явления реальности на очень большой скорости, то ясно тогда, что вы попадаете в ту структуру, что вы находитесь в сфере действия Бога тогда. То есть вы находитесь фактически как бы все время в структуре, по логике, в общем-то, близкой к структуре как бы обобщенных событий, где структура прошлого, она очень четко взаимодействует со структурой текущих и больше даже будущих событий. То есть вы видите, где прошлое больше взаимодействует с будущим даже. Тогда, получается, вы выделяете фракцию текущего времени, причем в чистом виде, то есть как вас вообще создал Бог. Это возникает из просто уровня, получается, скоростного элемента наблюдения за собой. То есть вот бывает, показывают иногда фильмы, что там какие-то быстрые движения происходят вокруг человека. Да? Какие движения на улице, такой прием иногда используется. И если вы с этой точки зрения рассмотрите, что не только стоит человек, а все движется, и вы можете за этим наблюдать, да? То вы можете наблюдать любое явление вокруг человека, например, там, вокруг себя, то получается вы тогда, естественно, видите, как вас вообще создал Бог и как Он вам расположил систему доступа к Нему или систему управления. Как перед вами Он систему управления, например, расположил и где находится эта система. В виде там, сфер, в виде каких-то цифровых там, рядов или в виде просто
духовного действия по самопознанию в данный момент. То есть в какой-то момент может быть духовное действие, в какой-то момент возможно применить, предположим, там, цифровую систему. То есть вы начинаете понимать с точки зрения вот этих как бы полочек, да, разложенных перед вами, где, в каком месте находится уровень задачи, выполнения задачи. То есть перед вами механизм понимания Бога становится очень прост. Достаточно только лишь выделить вас, созданных Богом. А ведь этот элемент, он очень упрощает такое действие, выделение собственной личности в структуре задач Бога. И получается, что вы все время находитесь тогда за пределами, например, каких-то временных позиций. То есть вы начинаете ощущать личность и видеть личность в том действии, что вы не зависите от событий, не зависите от обстоятельств. И когда вы, например, приходите к этому пониманию, то получается, что некоторые как бы обстоятельства могут развиваться, например, в сторону, которая может быть такой, что вы заранее, причем за очень долгое время, потому что ведь временного аспекта нет в этом состоянии, можете вполне как бы линию событий так направить, что это событие выровнять до уровня нормы. Тогда получается, что любое действие всегда достижимо, потому что нить времени здесь имеет бесконечную величину, независимо от длины этой нити. Вы находитесь вне времени в данной ситуации. И таким образом, находясь физиологически вне времени, то есть принимая фактически состояние бесконечного действия, так как это делает Бог, вы можете очень просто регулировать события, потому что сигнал о неком событии поступает как бы из бесконечного времени. То, что вам тогда даже не надо пользоваться структурой расшифровки событий. Вам не нужно смотреть, что за событие. Вам достаточно на уровне духа, как правило, это действие сердца. Воспринимает именно сердце. Но здесь есть некий очень специфический момент. Сердце воспринимает как будто бы выталкиваемый сигнал, а не наоборот. Вот вы видите сознанием там, или оптическим уровнем, то есть можно проследить даже на внешнем контроле, что как будто бы сигнал идет, а реально воспринимается, как будто вы выталкиваете. И получается, вот вы начинаете ощущать неразрывную связь вашего организма, например, да, со структурой любого, в принципе, действия, но, вообще говоря, целевого действия. Причем точная связь. Вот здесь в чем особенность управления, связь совершенно точная. Потому что так же, как Бог дал вам путь всегда обратиться к Нему, так же и любое действие всегда связано, в общем-то, здесь связь такая, что это действие связано точно, но и более того технологично. То есть само действие, любое событие, имеет аспект созидательного решения по отношению к вам. Так же, как Бог дал вам возможность всегда созидательно развиваться по отношению к Богу, по Его задачам, да, вечного развития, также и событие имеет такую свободу действий. То есть событие обретает как бы черты разумности, любое. А с разумным уровнем всегда проще работать. И тогда, получается, вы таким уровнем управления начинаете вводить структуру взаимодействия. То есть взаимодействие вы фактически формируете путем предварительного изучения действия, как вот в данном семинаре. И вы можете вот прямо сейчас взять и понять все действие по уровню управления. Просто понять. Понимание уже дает управление. Но понять это тоже действие. Для этого не обязательно в чем-то долго разбираться. Введите действие, понятие, понимание, и этого достаточно. И когда вы, например, начинаете, предположим, уже анализировать, как вы разворачиваете, да, всю внешнюю структуру мира по отношению к себе, то здесь становится понятным, что ваша душа формирует тело, где конкретно, то есть где знание души, как вообще передать знание воскрешенному, чтобы он, например, там, быстрее пришел навстречу или вообще воскресить. Получается не проблема, ибо в данной транскрипции биологической смерти в принципе не существует. Вы можете вывести структуру линии управления за структуру смерти. То есть это позволяет уровень того, что у вас есть, во-первых, доступ к Богу прямой, да, и точный, и, во-вторых,
вы видите всю связь событий. Вы можете взять и изъять структуру смерти, просто взять и как бы информационно вывести. Ее, кстати, тогда действительно не будет. И когда вы, например, начинаете видеть, что события развиваются по тем же законам по отношению к вам, событие вам становится понятным. Любое. То есть любое явление мира становится понятным, потому что ясно, что Бог дал вам путь, и вы его знаете. На уровне духа вы, вообще говоря, знаете, для вас очень простая величина. То есть вам вообще все понятно. Все равно, что идти по известной дороге и как бы вообще ни о чем не задумываться по логике. Когда вы находитесь именно в таком состоянии как бы управляющего действия вне контекста времени, так скажем, да, и даже вне контекста, в общем-то, действия, потому что там, где Бог вас создал, там более общее понимание вообще мира. И когда вы, например, начинаете видеть, что события развиваются так же, вам становится понятно вообще, что ждать от данного события. То есть событие не может быть для вас неизвестным. А когда вы начинаете дальше уже эту величину развивать, то получается, что раз оно, во-первых, обладает свойствами определенной, ну, как бы, направленности в сторону более благоприятного, что ли, развития именно вас, то есть можно повышать как бы уровень как бы, вот, управления, уровень своеобразной, так скажем, разумности, да, события, проще входить в контакт, знать законы развития, то получается, что управление – это все-таки ваше тогда просто внутреннее состояние. То есть, во-первых, таким событием проще заниматься и проще управлять, достаточно только как бы сактивизировать свое собственное состояние таким образом, чтобы событие было подконтрольно и нужно вам. То есть нужное и именно нужно вам. Потому что вы в данном случае выступаете как организатор событий. Другой вопрос, что существуют другие как бы аспекты, может быть, событие нужно еще кому-то, но тогда оно нужно вам, вы в системе всеобщих связей находитесь. И получается, что значит, когда все хотят созидательных событий, получается, в принципе, идет совпадение, да, уровня развития на коллективном сознании, и событие формируется. То есть вот по логике здесь можно проследить, почему формируется то или иное событие. И когда ставится вопрос, например, выделения фракции, ну, как бы неблагоприятной, что ли, системы развития событий, то получается, что там существует на самом деле уровень, например, там, сопротивления, да, организации позитивного события, есть уровень, предположим, как бы некой внешней организации, где отсутствует знание об организации событий. И, в принципе, существуют как бы более ранние задачи личности, души человека, более ранние задачи фактически общества. То есть здесь очень просто можно рассмотреть, вообще говоря, фундаментальные, принципиальные связи, формирующие какое-то конкретное событие. Ну, например, там, территория какой-то страны. И там какие-то своеобразные порядки. Но ведь территория сформирована более ранними системами развития. И получается, что здесь можно увидеть очень простой аспект управления, что для того, чтобы в этой как бы большой, да, глобальной системе сдвинуть, вообще говоря, любое событие в сторону, например, вечной жизни или там макроспасения, то это, вообще говоря, возможно, вполне, причем возможно. Стоит только заниматься теми частями, которые, вообще говоря, нужны для регулирования событий. То есть, если существует более плотная связь, ну, со страной, например, тогда просто надо войти в структуру прошлого, где можно открутить там из, может быть, очень длительного времени и прошлого развития данной страны какой-то аспект, просто его там или укоротить, или, может быть, просто приподнять от пласта прошлого. Вот очень простой метод. Есть задача, ну, как некий шнур, да, связывающий события. Его часто достаточно только немного пошевелить. И все, и событие начинает расформироваться. То есть, или его там укоротить усилием там, воли, да, сознания. Тогда получается, что событие уже абсолютно подконтрольно вам. Вам не надо там в этой стране, например, совершать какие-то дополнительные, чрезмерные там, действия. Вы можете вполне остановить там, глобальную катастрофу. Стоит только вот пласт прошлого рассмотреть так, как он есть с точки зрения Бога. То есть с точки зрения вечного развития. Здесь существует один принципиальный
аспект сегодняшнего семинара, что с точки зрения вечного развития прошлое имеет очень большую величину. Потому что вечное развитие в будущее на логике говорит о том, что прошлое, вообще говоря, тогда бесконечно. И, значит, исходя из этого, умение придавать, значит, прошлому именно бесконечную величину, с точки зрения даже конечных событий, это есть выделение действия Бога. Технологически очень просто понять, там та же самая страна или какое-нибудь явление, реальность, и, значит, вы входите в структуру прошлых событий, эта структура для вас, ну, возможно, локально, там какой-то оптический уровень, но придайте ему бесконечную величину. То есть, если это, например, какой-то пласт, да, то пусть будет он очень большим. Как только он становится очень большим, то вам всегда есть место. И получается, что вы практически всегда на уровне своего сознания вполне можете сделать такое управление, что из этого места проуправлять в любое другое. Потому что когда много места, учитывая, что очень большая величина, всегда связана с любой другой, как бы на механическом просто уровне. То есть это все равно, что какая-то как бы большая, так скажем, поляна или там большой массив. Именно такой массив, по которому можно всегда пройти и посмотреть как временную систему, так и событийную. При этом временная и событийная система, они смешаны. Вот прошлое по как бы характеристикам, что ли, да, состава, вот на восприятие, если говорить о том, что восприятие может быть так устроено, что здесь можно дифференцировать, где вы находитесь, просто за счет восприятия в прошлом там, или в будущем. Вам не надо на это нацеливаться, достаточно изучить свойства среды. То получается, что для этого момента прошлое обладает именно свойствами, где события и время перемешаны, с точки зрения как бы элементарных систем восприятия. И при этом, если там, говорить там, с физическим неким акцентом или оттенком, это больше как бы анизотропная среда. И как бы для восприятия она очень хорошо как бы пальпируется, да? То есть именно прошлое проще взять на уровне управления, как бы пальцами, рукой, да? Почему Бог создал человека именно в такой форме? Для чего, например, да, именно вот так устроены пальцы? Потому что если вы хотите работать со структурой прошлого, то вы очень четко можете видеть, почему именно так. То есть каждая форма пальца — это есть инструмент управления в том числе. И достаточно, предположим, отсюда выйти в структуру задачи, то есть макроспасения, то получается задача достаточно частная, в общем-то. Она, во-первых, она еще частая для людей, даже которые не занимаются управлением, или не знают, что это, да, пока, что это как бы требует специальных технологий. Но она еще, в общем-то, и задача получается локальная, потому что любая тогда задача, сформулированная человеком в макроструктуре, это, в общем-то, локальная задача. Например, задача спасти всех — это так, в общем-то, небольшой объем информации в этой позиции. И тогда получается, что огромное количество, да, информации прошлого, включая причем там уже и будущее, потому что здесь все системы начинают перемешиваться, как только он начинает с ними работать, действовать. Получается, для Бога достаточно было просто увеличить объем внешнего мира, и все системы начинают как бы раскладываться сами по себе, потому что он такой. И поэтому тело человека, например, позволяет также делать управление. Тогда вы начинаете видеть, что задача макроспасения, а тем более, вообще говоря, ваша, да, локальная задача, хотя на восприятие она может быть, вообще говоря, такой же величины по оптике, да, даже иногда и, предположим, побольше, ибо вы живы и мир спасен. Да? И здесь получается, что задача жизни, задача вечного развития — это и задача Бога, направлена на личность каждого. То есть Бог дал задачи выполнимые. Здесь очень просто это видно. Как только вы начинаете рассматривать с точки зрения
организации вашей личности именно Богом. Значит, и когда вы начинаете это видеть, то ясно, раз они выполнимы, тем более они такие как бы локальные, небольшие, вроде особых проблем нет, спокойно вы живете. И вот здесь вот возникает элемент понимания того, почему вот, ну, так называемая, скажем, спокойная жизнь, где вы какие-то бытовые делаете дела, это есть уровень, который, хотя он совершенно естественный, понятно всем, что это обычный, нормальный уровень жизни любого человека, но там происходит колоссальная система, по сути, управления. То есть здесь получается, что каждый вполне может спасти от макроуничтожения, каждый может там вылечить, в принципе, от любой, получается, болезни, если там знать технологии, вообще говоря, если захочет хотя бы. Значит, и далее он может, вообще говоря, срегулировать любое событие, стоит только ему свою собственную личность как бы перевести в своем восприятии на уровень восприятия Бога, то есть как Бог его видит в своем собственном уровне создания, именно создание Бога, создание самого себя. И тогда получается, что вы технологически вполне можете действовать таким образом, что, предположим, интервал времени, да, зафиксированный в какое-то время, он может быть бесконечным для решения любого вопроса. То есть есть у вас там несколько минут, секунд или вообще вам нужно, возможно, какое-то время, скажем, там миллисекунды, да, для решения какого-то вопроса, то интервал времени может быть бесконечным. То есть внутри этого интервала вы можете всегда решить вопрос. Здесь более того, учитывая, что вы в этой позиции управления видите свой все время уровень создания, причем не просто видите, как вас создал Бог, да, как создаются перед вами задачи выполнимые, и вы лично принимаете совершенно свободное участие во всех этих процессах, вы еще видите, каким образом вообще каждый вопрос решать совершенно точно на уровне духа, души, сознания, вообще говоря, всей структуры вашей личности. То есть вы одновременно получаете одинаковую информацию в этой технологии. А это, вообще говоря, колоссально важно, потому что когда вы имеете как бы такую вот интенсивную, получается, информацию, где все информативные системы, они практически сжаты в ваш личный волевой импульс, то, получается, формируется элемент личной воли, когда вы можете, практически контролируя любое действие, просто за счет воли, но при этом зная все процессы, не просто это волевое управление, а управление с полным знанием всех окружающих вас процессов. А это уже очень точно. То есть тогда получается, что вы можете всегда точно сказать, что коснуться, например, какие-то неблагоприятные очень условия, вы можете сказать, что у вас есть очень сильный резервный уровень управления. Вы можете фактически сказать, что вы можете решить любую задачу управления, включая, например, там, воскрешение, спасение от глобального уничтожения, потому что вы знаете технологические приемы с точки зрения вот данной технологии. И тогда получается, что когда вы такое можете сказать, по крайней мере, в элементе действия, когда вы видите, что вы это делаете, в этот момент вы это можете сказать. Чтобы там доказать то же самое через, например, там, миллион лет вечного развития, это уже будет критерий только этих миллионов лет, например, да? Но следующая секунда – это задача, как бы опять получается фактически доказательство, да? Что данное явление должно быть реализовано именно в вечном развитии. Так вот, Бог дал каждому именно структуру вечной, бесконечной души, где душа формирует все связи по формированию, например, структуры прошлого, текущего, будущего времени. И при этом душа, с точки зрения восприятия человека, это в большей степени его будущее развитие в действии. То есть душа всегда достигает, да, реализации. А для того, чтобы то же самое было и с телом, или там с развитием духа, достаточно просто-навсего рассмотреть по аналогии с тем, как вот делает Бог и человек, как тогда идет работа духа.
как тогда идет работа тела. И получается, ваш собственный анализ приводит к собственному уровню управления. И вы можете тогда вполне четко и отчетливо сказать, что вы можете развивать независимо все системы, да, действия, дух, душу, сознание, тело, вообще все структуры личности. И при этом так взаимодействовать, да, ими, что они могут взаиморазвиваться. То есть вашей личности достаточно, чтобы достичь вечного развития. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.